Итак, трансляция у нас должна была поехать. Сейчас проверим. Так. Так. Оп. Да, вижу. Отлично. Тогда всем привет. С вами General True, вы на моем видеоигровом канале, и сегодня мы продолжаем играть в Super Mario Odyssey. Правда, сегодня у нас будет короткий стрим, в связи с тем, что у меня еще очень много дел. Вот, но в любом случае стрим будет достаточно интересным. Блин, еще и рестрим меня выкинул из аккаунта. Чё? Что тебе найти? О. Все очень весело. Так, это вроде бы не переход, это как-то так. Пытаюсь подтвердить себя. О, отлично. Привет, Паша. Вот, вошел в чатик, все, вижу, отлично. Все, что пишется. И мы поехали. Сегодня мы опять будем проходить тот же самый хардкорный контент, который я проходил в прошлый раз. И сегодня мы будем пытаться пройти таки его. Вот. Правда, я уже несколько дней не играл, у меня уже руки, мягко говоря, деревянные, так что тупить я буду много. Вполне возможно, что даже часа мне не хватит для того, чтобы немного выровнять руки. А Genshin Impact уже будет завтра, как я и писал, собственно говоря. Я его уже скачал, но нет времени на настройку, к сожалению. Так, раскачиваемся. А ёпт. Ладно, можно сдохнуть. Паша, ты прошел этот момент? Или у тебя нет Super Mario Odyssey? Мне казалось, что есть, но на всякий переспрашивал. Так, и куда ты прыгаешь, блин, Марио? Привет, Андрей. Прошел этот момент полностью? Один из самых сложных уровней, блин, вообще. Super Mario Odyssey. Фух, повезло сейчас. Ну, я уже достаточно далеко прохожу, если ты смотрел на прошлом стриме по Super Mario Odyssey, то ты уже это знаешь. Я уже настолько натренировался, что я уже прохожу, ну, дальше первой трубы, это точно. Дальше вилочек, короче.
успею. Вот так, оп. 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 Так, здесь мне, в принципе, сердечко не нужно. Я его не буду брать. Сразу же пойду сюда. Так, идите сюда. Ну, я не сказал бы, что такой уже и ад. Это очень сложно, но не прям ад. Я и посложнее моменты на самом деле проходил. Так что это, ну, не такой уже ад. Сложно, но такое. Да, конечно, руки же выставляются со временем. Блин, здесь все равно потерял сердечко. Случайно бросил шляпу вместо того, чтобы перекатиться. Оп. Так. Оп. Так, хорошо. Это один из самых сложных для меня моментов. Блин, придется стоять. Затупил. Ждем, когда эти штуки вернутся. И пойдем уже дальше. Вот эти вот каменные блоки очень много проблем у меня вызывают. Так, зеленая тропа тянется. Тянется, тянется, тянется. Так, берем сердечко.
Летим, летим, летим. Первые два просто. А вот мошек сейчас будет много. Так, третий прошли. Четвертый прошли. Хорошо. Так, вилочки. Ну, вилочки это тоже достаточно просто. Так, ждем. Оп. Так. И вот здесь вот начинается самое сложное. Здесь я не могу нормально пройти. Поехали. Бля. Да ё-моё. Да сколько можно? Нет, здесь я точно сдохну. Это прям 100% вот это вот начинается херня. Вот тот момент, который вы сейчас увидели, это самое сложное, что я не могу сейчас пройти. Все остальное уже для меня полная фигня. А вот это прям очень жестко. Когда этих штук становится до хренолеон. Я же специально даже засейвил сердечко, чтобы у меня было 6 жизней. И все равно меня не спасло. Так, здесь было в тайминг. Так. Блин, я так чувствую, пока я этот уровень пройду, я здесь столько насобираю этих монеток, что мне можно будет банк открывать. Так, перепрыгнул. Хорошо, так. Давай, давай. А! Слишком уперся. Уперся в стенку, потому далеко не допрыгнул. Надо раньше прыгать. Плюх. С возвращением тогда. А я только прохожу.
идите сюда. Еще прыжочек. Оп. Можно здесь становиться. Не поверишь, нет, не посмотрел до сих пор. Мне было чуть-чуть не до того. Вот, но я попробую сегодня посмотреть, выделить время. Я только видел заставки и все. Все, что я увидел. Я вот сегодня даже вроде бы хотелось Genshin Impact постримить, но по итогу пришлось садиться за Super Mario Odyssey, потому что уже настроено и быстрее всего было сделать стрим, поэтому у меня всего лишь час времени, так что оп, вот так вот здесь прокатываемся, даже не потеряли сердечко, это очень приятно, конечно, немножко бесполезно, но все равно приятно, значит, что мы прошли лучше, чем до этого было. Так. Ну и ладно. Не попал языком, тогда прыгну. Так. Так. Постоим, пожалуй, здесь, не будем спешить. В плане. Что ты имеешь в виду? Под Nintendo балаболы. В принципе, они всегда выполняют свои обещания. А при чем здесь Nintendo? Причем вообще к выходу Hollow Knight Silksong Nintendo. Каким они здесь боком? Это же не Nintendo выпускает игру. Это выпускает Cherry Team. Вот Cherry Team могут быть балаболами, это да. Это же не эксклюзив Nintendo. Чтобы сама Nintendo знала вообще, когда она выйдет, и т.д. и т.п. Ну, я тебе скажу так, это разработчики сказали Nintendo, что выйдет в 2020 году. Ну, во-первых, это было еще до информации по поводу коронавируса и вот этого вот всего прочего. Вполне возможно, что кто-то из разработчиков там болел, там, т.д. и т.п. Нам просто не сообщали эту информацию, это тоже может быть с этим связано. Плюс они много фрилансеров нанимают в помощь и так далее. Просто разработчики из Cherry Team сказали Nintendo, все, выпустим игру в 2020. Они такие, ок, ну тогда мы представим ее. Окей, все, договорились. Nintendo тут точно ни при чем.
Так, вон туда нам надо пройти, а там дальше еще какие-то, блин, летающие камни. Я вот эту даже полосу пройти, блин, не могу. Так, а что если эту штуку не трогать? То есть попробовать перепрыгивать их, я не знаю. Ее тупо не трогать. Так. Во. Я прошел. Просто решил проигнорить, блин. Ё-моё! Я ткнул и сразу же отпустил. Но я понял, как эту штуку проходить. Не надо ни в коем случае трогать это все дело, и не надо вообще использовать шляпу. Тогда это можно пройти. Понял. Ну, лучше поздно, чем никогда, скажу так. Ты чё, долбанулся, Марио? Куда ты прыгаешь уже? Ты пьян, Марио, иди домой. С этой птичкой вроде бы это самое простое для меня, потому что я очень люблю эту птичку. Ей очень легко управлять, но при этом я все равно затупил. Настолько я боюсь косяков, что их делаю. Из-за того, что я их боюсь. Ну, насчет Hollow Knight надежды, конечно, есть, но мне кажется, даже если выйдет в 2020-м, то это в самом конце, может быть, там в 12-м месяце или около того. Блин. Пожадничал. Хотел побыстрее это дело пройти. Нельзя жадничать. Жадничать плохо. Записывайте, пацаны. Жадничать плохо, нельзя так делать. А вообще я делаю достаточно большую ставку на то, что выйдет только в 2021 году игра. Как бы ни прискорбно это звучало, но скорее всего так и будет.
Очень высокая вероятность этого. Все-таки игра у них не маленькая, амбиции достаточно сильно возросли. Сколько всего они обещали фанатам. Там в разы больше противников, там, и так далее, и тому подобное. Совершенно новая механика боя, там, и так далее, и тому подобное. Так что я на самом деле не уверен до конца. Конечно, как только она выйдет, я сразу же начну ее стримить, но в любом случае придется ждать. И как-то надо еще выделить время на хардкорный контент Hollow Knight, а то мне постоянно нет времени на это. Блин. Так. Хоп. Не буду спешить, постою, подожду. Либо на 14 февраля, либо на DR Hollow Knight. Даже не знаю, на самом деле. Здесь это слишком рандомно. Они не писали вообще никаких новостей по поводу игры. Я, по крайней мере, не видел. То есть это может значить одно, что игра еще не готова. То есть или она еще не скажем так, не доделана масса контента и не дотестировано это все дело, не исправлены косяки, или же очень много багов и приходится это все очень долго тестировать и исправлять уже. То есть даже если они закончили основной контент, который они собирались сделать, то это все допиливать тоже не 5 минут, скажем так. Может быть, теоретически, что они и над этим сейчас работают. Поэтому остается только ждать. Кроме ожидания мы ничего не можем сделать. Даже если их забросают деньгами, они просто физически не успеют все это доделать. Все-таки в основной команде Cherry Team 3 человека, остальные все фрилансеры, которых они нанимают, для того, чтобы они помогли с тем или иным аспектом. Так. Здесь стараемся не тратить сердечки, они нам еще пригодятся. Так. Блин, мне жопа. Я ж прыгнул точно туда. Почему я вообще не понял, что это было. Почему в последний момент
У меня персонаж вообще не туда полетел, куда должен был полететь. Что это за херня такая? То есть я направляю его туда, куда нужно. Он выстреливает вроде бы куда нужно, но в последний момент отклоняется. Типа, в чем логика? Типа, обосрать мне забег или что? Я ж все равно, блин, пройду. Так. Оп. Хорошо. Что, какие загадки? Не понял, а о чем ты? Какие еще загадки? Плюх. Так, не зацепило меня. Оп. Оп. Все четко. Бум. Какие-то загадки закидывали, не знаю. Может быть, это чтобы как-то скрасить ожидания. Да, мне скорее всего кажется, что сами загадки придумывали не Team Cherry, а возможно кто-то другой, опять-таки фрилансер, которому дали что-то там, допустим, зашифровать. Он этим занялся. Или она. Как то фрилансеры разные бывают. Сам посидел на фриланс-ресурсах типа фриланс-ханта и тому подобного, увидел, сколько там девушек, женщин и тому подобного. Точнее, и тому подобных. О, так правильно будет. Всех возрастов, всех национальностей. Так. Плюх. Хорошо, здесь мы сердечко не потратили, что в принципе неплохо для нас. Так, плюх, 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 плюх.
подожду уже. Я боюсь здесь прыгать, потому что обычно, как только я прыгаю, я промахиваюсь мимо этой зеленой штуки, и это не очень хорошо заканчивается. Чего так? Сам будешь проходить или что? Или не будешь хотеть спойлеров? Ну, смотри сам. Тут уже дело твое. Ну, я-то точно буду проходить. Это даже не обсуждается. Фух. Еле-еле-еле долетел. Ну, смотри сам. Как тебе будет удобнее. Так, здесь у нас не трогаем эту штуку. И надеемся, что все будет хорошо. Блин. Отвяньте от меня. Отвяньте, я сказал. Жопа мне. Мне жопа. Да ёпт. Как так? Ладно, хоть как-то прошу. Угу. Здесь тоже надо вверх. Весело. Блин, а как этот тайминг вообще словить? Это реально или нет? Мне интересно. Сколько, блин, я буду тренироваться, чтобы его словить? То есть я попытался, я 2 тычка сделал, и обоими я промахнулся. Я не знаю, буду ли я с опозданием стримить или нет. Вполне возможно, что я буду с опозданием стримить, потому что непонятно, когда это будет, что, почему, зачем, как. Вот как
руки к Genshin Impact у меня доходят только сейчас. Через 2 недели после релиза игры, так что вполне возможно, что с Hollow Knight будет так же. Я вообще не удивлюсь. Я только часть игр у меня получается стримить, как только они выходят. Ну, может быть, я, конечно, поднапрягусь, чтобы в первый же день там начать стрим туда-сюда, чтобы больше людей собрать, но это не факт. Это далеко не факт. Блин. О, еле успел. Думал, сейчас пойду в лаву. Так. Оп. Блин, еле-еле достал. Краешком. Не совсем. То есть она будет отличаться при этом достаточно серьезно. Ее ж полностью переделывали под Хорнет. И затачивали под нее. Так. Я понял, что можно махать шляпой, но надо быть крайне осторожным и смахивать этих прыгунов только с краешка. Там, где не достанешь шляпой до этого центра. Если аккуратненько ей махать, то вполне возможно их стряхивать. Так. Привет всем, кто присоединился. Что-то я смотрю, кроме Андрея никто не общается почему-то. Не стесняйтесь, пишите в чатик, кто присоединился. Оп. Хорошо, здесь удалось прокатиться. Так, теперь опять Йоши. Ну, Йоши была самая сложная часть для меня, теперь это чуть ли не самая легкая часть для меня. Я немножечко наловкачился на Йоши играть. Так, хоп. Подождем лучше.
На самом деле, возможно, что эта демка, которую показывали, была очень жестко заскриптована. То есть тот, кто играл, знал, скажем так, возможности этой демки. Шаг влево, шаг вправо и крэш или типа того. Или игра крайне неадекватно работает или что-то типа такого. Вполне возможно, что они отдали единственный, скажем так, рабочий фрагмент, более-менее рабочий фрагмент игры на тот момент. То есть это не факт, но это вполне могло быть. Я уже этот лабиринт смотрю, вообще прохожу сейчас без проблем. Я тупо все тайминги уже запомнил. Да необычные люди играли, ну не знаю насчет этого. Может быть и да, может быть и нет. Ну, чтобы ты понимал, как вообще бывает. То есть я, получается, сейчас у меня есть основной клиент. У него обучающий ресурс. И как вообще бывает? То есть я вроде бы написал какой-то функционал, да? Блин, да куда ты меня кидаешь? Что это вообще такое с этими вилками? Я же вроде прямо кинул. Если бы я чуть-чуть влево шапку не кинул, я бы просто в лаву прыгнул. Ну так вот, в общем, ладно, договорю, тогда дальше пойду. У меня бывает такое, что я написал, вроде бы все протестировал, у меня все работает. Говорю заказчику, протестируйте. Он протестировал, посмотрел, вроде бы все окей. Это просто фейс... Почему ты выпрыгнул, блин? Ладно, договорю тогда. Он проверяет, вроде бы все работает, там еще может отдать нескольким людям, чтобы они там потыкали, посмотрели, все вроде бы работает, проблем нет, все релизим, выкладываем на прод сервер, ну то есть основной продакшн сервер, на котором, скажем так, основная версия запущена. Вроде бы вначале все окей, проходит день-два, находят такие косяки, что это просто ни на одну голову не налезает. И непонятно, как тонна человек не смогла найти все эти косяки. То есть смотрели там в несколько человек, по итогу все равно просмотрели очень глобальные вещи, которые вообще ни в коем случае нельзя пропускать. Там что-то в балансе, что-то еще в чем-то. Так, ну и ладно. Пройдем еще разочек, ничего страшного. Зато мы знаем, что лучше не махать геймпадом, когда ты находишься в вилочке, иначе будет бобо.
Я ж просто рассказываю геймпадом, машу, что неудивительно. От чего тебе плохо уже? Конфет объелся. Ну, орехи очень сытные, если что. У них очень много калорий. Так что орехами не стоит злоупотреблять. Так. Это, скорее всего, последняя попытка. Времени у меня осталось еще несколько минут буквально. И надо будет убегать. Прям сразу бежать, одеваться. Блин. Первый раз я здесь с одним сердечком. Самое главное добежать до того большого сердечка. Тогда оно мне восстановит все мои сердечки. И еще 3 накинет сверху. Самое главное не затупить где-то по дороге. Что вполне возможно. Так, подождем. Подождем. Так, а что по времени? Стрим 54 минуты идет. Ну, как раз. Сегодня такой супер короткий стрим получится. Я по итогу так и не прошел. Ну, я, конечно, дальше прошел. То есть я разгадал секрет, что мне делать на той локации, на которой я не мог пройти. И дошел до еще одного сложного момента, когда надо четко попадать в тайминг, что очень сложно, честно скажу, с учетом того, что я в принципе не очень-то и плох в таймингах, но попасть я не смог никак. Так.
Так, с этой стороны я не угадаю. А лучше с этой стороны. Оп. Так. Крайне осторожны. Йоп. Так, хорошо, всего лишь одно сердечко потеряли. Это прям отлично. Так. А! Ты какого хрена меня толкнула? Блин, я ж словил тайминг. Да, и времени на еще одну попытку у меня нет. Ну хорошо, хотя бы мы поняли, что эта штука нас сталкивает, так что надо быть крайне осторожным и успеть пропрыгнуть вверх. Слева там есть еще сердечко, можно, в принципе, на него забить, и можно дальше просто подниматься по вот этой штуке вот вверх. Вот, но это уже мы будем пробовать на следующих стримах, когда мы дойдем до Super Mario Odyssey опять. Хотя, не знаю, посмотрим, может быть, там 1-2 стримчика Genshin Impact сделаю и буду пытаться допроходить Super Mario Odyssey. Я еще не знаю. Посмотрим, как оно будет. Потому что мне кажется, что здесь навыки не нужно терять, но при этом хочется тоже немножко уразнообразить контент на канале, потому что немножечко какой-то он в последнее время однообразный. Тем более не выходят летсплеи пока что, у меня не записан контент, надо будет это все дело записывать. Вот, тогда на этом буду заканчивать. Всем спасибо, кто пришел на трансляцию. Также всем спасибо, кто будет смотреть это видео в записи. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Впереди много крутого контента. Далеко не одна игра, и даже не 2, и даже не 10. Будут выходить летсплеи, будут выходить стримы, будут выходить видосы и так далее. Тем более, что я опять понемножечку приступил к разработке видоса про PlayStation 5. Как только я его закончу, я сразу же начну работать над следующим видосом, который будет называться «Почему ты не станешь разработчиком видеоигр». Так что обязательно подписывайтесь на каналы и не пропустите этот контент. Также можете подписаться на ВК, на Telegram, где будет информация сугубо по стримам, по видосам, которые будут выходить по летсплеям, будут разные голосовалки проходить и так далее и тому подобное. Вот, так что обязательно подписывайтесь. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока, до скорого, до следующего стрима или видоса. Пока!